Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Бывалый Трейдер. Это видео будет первым из цикла по разгону депозита. Я буду разгонять депозит одному человечку. Он не может закинуть изначально сравнительно большую сумму денег. Закидывает по 10-20 долларов в месяц, сливает. Ну и очень сильно попросил меня заняться разгоном его депозита хотя бы до 100 долларов. Я согласился же по причине, что я смогу записать серию видеороликов по разгону депозита, смогу вам объяснить, как я это буду делать, все пошагово, каждая сделка будет записана, вы все будете наблюдать. Я для торговли буду использовать объемы и уровни, ну и конечно же некоторые сигналы price action. Надеюсь, как искать уровни и хоть немного price action вы уже знаете. Если не знаете, у меня на канале есть некоторые видеоролики по price action. А сейчас я постараюсь немного объяснить, как я читаю объемы, горизонтальные и вертикальные, какую я из них беру информацию. Я пользуюсь объемами с сайта Volumes Analysis. Ну а для начала давайте перейдем в Paint и немного займемся рисованием. Итак, предположим, у нас есть вертикальный объем минутной свечи. И внутри этого вертикального объема также присутствуют горизонтальные объемы, которые нам показывают, возле какого ценового диапазона колебалась больше всего цена. Но перед тем, как начать анализировать объем, я, конечно же, ищу уровень, возле которого я буду искать сигнал на вход. Предположим, у нас есть движение цены, в данном случае это у нас восходящее движение. Я далеко в прошлое не заглядываю в цене. Для меня важные уровни — это именно зеркальные уровни, вершинки разворота цены и круглые числа. Вот, предположим, есть у нас зеркальный уровень, и при подходе цены к зеркальному уровню я уже начинаю наблюдать за объемами и за тем, как цена себя ведет возле этого уровня. Если, предположим, у нас прошла некоторая проторговка 2-3 свечей возле уровня, мы видим, возрастают объемы вертикальные, можно уже обращать внимание на горизонтальный объем и искать более точную точку входа. Как я ищу? Я определяю большое скопление горизонтальных объемов в какой-то точке. Ну, к примеру, это будет у нас 1.18, да, цена. И у нас здесь наибольше колебалась цена, наибольше по сравнению большие горизонтальные объемы, да. И также на второй свечке и на третьей, да. Уже исходя из этого, понятно, что именно цена 1.18 это и есть наш ключевой уровень, от которого нужно отталкиваться. Если цена возле него колебается и практически застыла, да, как бы идет проторговка возле уровня, уже тогда я смотрю на цену, когда она останавливается, либо дает какой-то сигнал price action, будь это пин-бар, дожик и тому подобное. Это и есть для меня сигнал на вход. То есть на отбой от уровня именно. Когда этот уровень пробивается, я ожидаю сигнала ибо на следующем уровне, ибо на пробой именно этого уровня в обратную сторону. То есть я в большей мере работаю на отбой, а не на пробой. Надеюсь, момент с горизонтальным и вертикальным объемом, как я его анализирую и какую я информацию беру из него, для вас понятно. То есть горизонтальный объем внутри свечей — это очень и очень полезная информация. Но давайте перейдем к практике, и вы сейчас увидите все на наглядном примере, как я буду входить в сделки. Вот видно, у нас есть зеркальный уровень, круглое число 1.1810, и я теперь ищу более точную цену, от какой отталкиваться. По горизонтальным объемам получается цена приблизительно 1.1808, 1.1809. Вот видно прекрасно, как практически одной свечой отбились мы от уровня, и внутри этой свечи образовался уровень 1.1809. Ну, я думаю, по закрытию этой минутной свечи 14.25 можно входить в рынок на понижение. Итак, эта сделка у нас вошла в плюс. Очень хорошо. Будем двигаться дальше. Итак, образовался еще один уровень на цене 1.1807, 1.1806, но более точно 1.1807. Видно, что это зеркальный уровень.
Мне уже понятно, что цена 1.1807 это и есть ключевая точка, но пока что нужно ожидать, как себя цена будет вести именно возле этого уровня. Сразу входить в рынок при подходе к уровню нельзя, потому что цена может еще проторговаться на этом уровне, может его немного пробить. А так как у нас есть ограничения во времени экспирации, нам важна краткосрочная точная сделка. Вот видно, как цена колеблется возле уровня 1.1807, 1.1806, но пока что явного сигнала на вход я не вижу. Объемы возрастают. Вот пробился уровень 1.1807 и, наверное, идем на тест 1.1809. Думаю, возле цены 1.1809, 1.1810 можно входить в рынок на понижение. Вот видно, тестируем уровень 1.1810. Не можем его пробить. Вот, я думаю, уровень 1.1809 держится прекрасно. Будем входить в рынок на понижение. Вот, как видно, прошел тест еще одного уровня 1.1815. Но такие тесты обычно заканчиваются очень хорошим обратным эффектом. Если уровень 1.1815 не пробился, то можно ожидать довольно хорошего движения на понижение. Итак, наша сделка вошла в плюс. Теперь нужно ожидать маленькой проторговки, поиска нового уровня. Вот прошла некоторая проторговка. Видно уровень 1.1760. Быть более точным, 1.1762-63 держится довольно хорошо. Обычно после такого движения, если происходит маленькая проторговка, цена еще может немного двинуться вниз. У нас дальше идет круглая цена 1.1750, возле которой, я думаю, рынок и остановится. Ну и сейчас есть неплохая возможность попробовать взять копеечку от уровня 1.1761. Думаю, буду входить на повышение. Если эта последующая минутная свеча закроется ниже уровня 1.1760, можно уже с уверенностью на 80% сказать, что наша сделка проигрышная в данной ситуации. Ну что ж, третья сделка вошла в минус, ничего страшного, у нас 2 плюса пока что и 1 минус. Наткнулись на хороший уровень, я круглые числа воспринимаю довольно-таки хорошим уровнем. Вот видно 1.1753, 1.1754. Можно также сказать, что это хороший уровень, от которого можно отталкиваться. Плюс образовался Pattern Price Action, маленький пин-бар, который и дал мне сигнал на вход на повышение. Вот видно, держится зеркальный уровень, возрастают объемы. Также горизонтальный объем показывает цену 1.1758, 1.1759. Вот образовался маленький дожик, думаю, можно входить на понижение. Вот видно, как уровень 1.1750 держится, и с каждым его касанием он все становится значительней и значительней для нашего внимания. Я думаю, от уровня 1.1752 можно попробовать войти в рынок. Конечно, в идеале было бы войти на уровне 1.1750, но все же такую возможность упускать нельзя. Что ж, видно, что еще третий раз тестируем уровень 1.1747. Наша сделка вошла в минус. Вот видим, образовался прекрасный дожи. Можно также еще раз попробовать войти на повышение. Что ж, думаю, на этом на сегодня закончим. А то слишком уж затянется видео. По статистике получилось из 7 сделок 2 убыточных. Это довольно хороший результат. 5 прибыльных, 2 убыточных. Что ж, ребята, спасибо всем за внимание. Надеюсь, я был кому-то полезен. Если вам понравилось видео, конечно же, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.